Дорогие мои львы, это для вас второй расклад на декабрь 2025 год. Давайте посмотрим энергию месяца. Что ж такое на сегодня прямо дьявол постоянно выпадает? Ну, к дьяволу еще одну добавлю карту, чтобы понимать, о чем у нас речь. Ага, тут жезлов. Да, ну, декабрь для вас, для львов, это месяц, когда вот внутри загорается какой-то настоящий вот огонь, потому что, то есть, жезлов это всегда у нас импульс, энергия, а дьявол, он его еще больше разжигает, желание, амбиции, прямо сильно хочу, знаете, те, что невозможно вот уже игнорировать, сильнее вас. И тут туз посохов, он добавляет вот эту вспышку вдохновения, то есть новый импульс, страсть, идея, которая просто рвется наружу. Но это энергия пробуждения. Вы ощущаете, что пора действовать, создавать, зажигать. Вы как будто держите в руках факел, и он осветит слишком ярко, чтобы стоять на месте. Туз жезлов делает ваш месяц, декабрь, началом мощного старта, то есть заряд такой бодрой энергии, да, которая просто способна зажечь огромный огонь. А дьявол, он как бы вам говорит, ты смотри, вот куда ты направляешь эту вот энергию, силу, да. Желание — это ваше топливо. Вы должны управлять этим пламенем обязательно. Так, работа. Работа для львов на декабрь 2025 год. Повешенный. Странно. Дьяволы повешены, такая энергия, вдруг бац, повешен. Ну, в работе может появиться какая-то пауза или необходимость. Знаете, вот видите, он вниз головой висит, то есть необходимость взглянуть на ситуацию с другого угла. Здесь, значит, смотрите, туз дает идею, дьявол добавляет энергию, а повешенный заставляет не спешить. То есть, может быть, вам непривычно вот быть в такой энергии, и у вас немножко как застопорит, да? Но это как бы не торможение, это калибровка перед запуском. Вы что-то осознаете, перестраиваете, да, готовите, возможно. Вот именно это поможет вашему новому импульсу. Вот тогда вот проявится вот эта карта. Давайте посмотрим финансы. Финансы для львов. Император. Ну, император, он как бы укрепляет вот финансовую сферу, да, то есть он структурирует все должно быть под контролем, в порядке, и все как бы вот в ваших руках, потому что, ну, император — это ответственность. А вот на фоне энергии, огненной энергии месяца, это отличный баланс. То есть вы не тратите энергию необдуманно, а направляете ее в стратегию. То есть вы управляете ресурсом, а именно вы управляете ресурсом, а не желание управляет вами. Вот это вот очень мудро. Так, отношения смотрим. Отношения для львов. Страшный суд. Ну, суд приносит моменты истины, да. Разговор, решение, развязку. Это время вскрытия какой-то болезненной темы, которую вы носили внутри, возможно, годами, очень долго. Тут жезлов добавляет страсти и честности. И вы можете здесь говорить открыто. Вот говорить открыто, не уходя от главного. Может быть, здесь, кстати, может быть и восстановление связи, какое-то признание, да, где-то вас считали, что вы были неправы, вдруг говорите, вот, извини, там, ты был прав, а я был неправ. Ну, как-то так. То есть понимание, да, с другой стороны, что вы были такие, либо вы, наоборот, понимаете, что вы были неправы, вы это признаете и берете ответственность на себя. То есть это важное какое-то решение в паре, вот именно честности и справедливости. Значит, суд делает декабрь судьбоносным вот именно для отношений. Это хорошо, это неплохо. А давайте посмотрим, что у нас незапланированное. Незапланированное событие — это 7 пентаклей. Вот где 7 пентаклей уместна, да, в неожиданностях. Она говорит, процесс созревает очень медленно, медленнее, чем вы хотели бы. А вот на фоне туза жезлов, да, где у нас яркая карта, это звучит как какой-то контраст, медленно, быстро. То есть, как бы внутри огонь, а внешне задержка. Но это, скорее всего, вертикальная задержка. То есть вы понимаете, что что-то должно вот дозреть, да. Даже если вы готовы действовать, вы себе даете время еще подготовить, раздумать что-то. То есть связка из туз жезлов и 7 пентаклей — это как посадить семя, да, вы посадили семя, вдохновение, не знаю, какой-то идеи. И вот, и оно должно прорасти, оно не может прорасти за один день, то есть вам нужно быть время, вы это понимаете. И вот поэтому здесь у меня перекликается император и вот эти карты 3. Да, ну и повешенный, конечно же. Так, предостережение смотрим. Предостережение для львов. Король мечей. Он предупреждает, не становитесь слишком резким, холодным, категоричным, да, потому что с королем он именно так и действует, он завоеватель, военный. То есть ваш огонь, он должен быть мудрым, но не уничтожающим, понимаете меня? То есть контраст между тузом жезлов, это у нас огонь, и королем мечей, лед. Видите, какой сильный контраст, огонь и лед. Важен, держите баланс между импульсом и разумом. Так, совет, колесо фортуны, совет, доверьтесь переменам. Потому что здесь это судьбоносный момент, когда вы переходите в новый цикл. Вот огонь, он разжигает поворот судьбы.
И подытожу. Принимайте изменения именно не как хаос, да, а вот как шанс войти в какой-то обновленный путь. То есть если вам сейчас кажется, что у вас каша, да, в жизни происходит, то это не зря. Оно к чему-то у вас уже ведет. И подытожу, да, этот месяц, декабрь для львов, внутреннего огня и внешней подготовки. То есть внешне у вас все стоит, а внутри у вас все горит. Вы вдохновлены, ну, у вас есть заряд какой-то энергии, да, но вы осознанны, как бы готовите вот почву для какого-то скачка. И ваш девиз месяца, львы, я разжигаю свое новое начало. Подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите следующие расклады. Здоровья, счастья, любви, мира.